Всем привет! Сегодня поговорим о том, как выучить джазовый стандарт. И вы мне в ответ можете задать вопрос, а зачем его учить, ведь можно спокойно открыть Airgill Pro и играть на концерте или на джеме по цифровке. Но поговорим о том, почему этого ни в коем случае нельзя делать. Первое. Знание стандартов развивает ваш мозг. Да, как-то не глупо, я начну именно с этого. Ведь задача музыканта всегда находиться в идеальной форме физической и ментальной. Наша физическая форма – это то, как мы владеем инструментом, как у нас движутся руки, как пальцы нажимают на клавиатуру или дергают струны. А наша ментальная форма – это то, насколько мы хорошо знаем разнообразный материал. Второе. Чем лучше вы знаете джазовый стандарт, тем вы свободнее внутри него. А чем вы свободнее, тем музыкальнее. Третье. Чем больше вы знаете стандартов, тем богаче ваш музыкальный багаж. И тем увереннее вы будете чувствовать себя на концертах и на джемах. И четвертое. Конечно же, знание большого количества материала делает вас более востребованным музыкантом, более востребованным, больше работы, больше денег. Сейчас поговорим о том, как выучить стандарт досконально, как знать его от и до и быть уверенным в себе полностью. Вы услышали какую-то тему, она вам безумно понравилась, и вы начинаете искать ее в рилбуках. Находите, и, возможно, вы понимаете, что что-то не так, возможно, гармония неверная. Не переживайте, это случается очень часто. Вкратце поговорим о том, почему рилбуки врут. Первая причина. Большинство стандартов – это всего-навсего мелодии из мюзиклов. Мюзиклы писали композиторы в основном классической школы. И составители рилбуков зачастую опирались на их ноты, а джазовые музыканты брали те же самые мелодии, но гармонизовали их чаще всего тернараундами, то есть привычными для себя последовательностями первая, шестая, вторая, пятая в нужных тональностях. Второе. Составители рилбуков, поверьте мне, тоже люди. Все могут ошибаться. Я встречал огромное количество книг, в которых были допущены грубейшие ошибки. Надо отнестись к этому нормально. Люди не железные. Третье. Джазовые музыканты зачастую регармонизовывали стандарт под себя, под свое видение. И стоит доверять тем рилбукам, в которых написано, как играл Билл Эванс или как играл Майлз Дэвис, и соотносить нотный материал с записями этих музыкантов. Итак, если рилбук нам врет, что делать? В этот момент нам, конечно же, придется снимать гармонию самим, и это замечательная тренировка для наших ушей и для нашего мозга. Как снимать гармонию, расскажу вкратце, а возможно уделю этому когда-нибудь отдельный урок. Первое. Вы должны услышать басовую партию и записать первую часть аккорда, то есть то, на какой ноте, на какой ступени он строится. После этого мы анализируем окраску аккорда, и таким образом пазл складывается. Анализируем мелодию. Плохой звук превращается в хороший. Радуйтесь все те, кто хотел, чтобы я купил себе петличку. Это произошло. Теперь звук на моем канале всегда будет хороший. Давайте сейчас поговорим о том, как выучить джазовый стандарт, как быть в нем абсолютно уверенным. И сделаем мы это на примере такой мелодии, как All of Me. Итак, взглянем на мелодию. Первое, что я вам предлагаю, это проанализировать мелодию ступенями, исходя из тонального центра. Итак, мелодия. Для вас эта мелодия должна перестать быть нотами. Она должна стать для вас первая, пятая, третья. Первая, вторая, первая, седьмая, высокая, пятая, третья. И так далее. Затем, точно так же мы поступаем с гармонической прогрессией.
В первых двух тактах у нас аккорд тонический. В третьем-четвертом аккорд третий септ. В пятом-шестом шестой септ. В седьмом-восьмом второй минор. И так далее. Дальше мы анализируем мелодию, исходя из гармонического ряда. И давайте, например, взглянем на пятый, шестой, седьмой, восьмой такты. Итак, у нас аккорд шестой септ и мелодия для шестого септа. Первая ступень, седьмая, пятая, высокая одиннадцатая, пятая, низкая девятка, первая. И это разрешается в одиннадцатую ступень и третью для второго минора. Таким образом, вы должны проанализировать весь стандарт. Что мы делаем после этого? После этого у нас все должно соединиться в нашей голове, и мы проходим этот стандарт во всех возможных 12 тональностях. Сначала вы можете проходить, например, по квартоквинтовому кругу. То есть сыграли ее в до мажоре, потом играем в фа мажоре. Потом играем в си бемоль мажоре. И так далее. Проходим через все тональности. Особое внимание уделяем тональностям диезным или тональностям, которые неудобны лично для вас. После того, как вы прошли на своем инструменте, я рекомендую всем проходить стандарты вокализируя. То есть вы можете вокализировать, исходя из техники бас, мелодия. То есть, например, вы можете отдельно пропеть басовую линию, отдельно пропеть мелодию, а потом соединить, например, петь бас, петь мелодию, бас меняется, вы поете мелодию на смену аккорда. И таким образом также проходить весь стандарт. Это очень сильно расслабит вас в плане импровизации, вам станет легче импровизировать в будущем. И последнее. Если вы играете на саксофоне, трубе, контрабасе или же на барабанах, то я рекомендую вам обязательно проходить все стандарты, которые вы учите на клавишах, потому что это очень сильно расширяет сознание. Это позволит расширить ваше сознание и взглянуть на стандарт совсем с другой стороны. Итак, сегодня мы поговорили с вами о том, как разбирать и учить стандарты. Надеюсь, вам все было понятно. Оставайтесь на связи. Увидимся через неделю.